Большинство людей считают, что это унылая страна в Восточной Европе, в которой скучно и совершенно нечего делать. Признаюсь, я и сам раньше так думал. Дорогие друзья, сегодня я направляюсь в Польшу, чтобы доказать, что эта страна ни в чем не уступает, а в чем-то даже превосходит все Лондоны, Парижи и Барселоны. В реальности Польша совсем не такая, как ее представляют. Она может быть грустной и веселой, спокойной и яркой, старой и современной. В ходе этого путешествия я отыскал в ней сокровища, о которых никто из туристов даже не догадывается. Приглашаю вас, дорогие друзья, в путешествие по чудесной Польше. Ой, какая ужасная погода в Хельсинки. Надеюсь, что Польша будет лучше. Самолет мягко поднимается, и мир под крылом превращается в бесконечное море белых облаков. Здесь, на высоте, сердце наполняется приятным предвкушением, и я думаю о том, что каждое путешествие – это возможность взглянуть на мир по-новому, а иногда возможность увидеть по-новому самого себя. Польша встречает меня приятной облачной погодой, и впереди начинается мое новое путешествие. Чтобы из аэропорта добраться до Варшавы, нужно сперва доехать на автобусе до города Модлин и там пересесть на электричку. На ступеньках у вокзала, словно хозяин Модлина, восседал гордый черный кот. По прошествии нескольких минут сердце начинает колотиться быстрее, ведь скоро уже начнутся яркие эмоции и море впечатлений. Как же я ждал этот момент! Я в Польше, я в Варшаве. Вот она, вся перед нами. Красивая, великолепная, невероятная. Видите эти остроконечные красные красивые крыши? Это старый город. И именно туда я сейчас и направлюсь. Пойдемте вместе со мной. Как вы уже поняли, сегодня мы познакомимся со столицей Польши Варшавой, великолепной и такой же разнообразной и непредсказуемой, как здешняя погода. Взгляните, какая красота! Я как будто попал в открытку. Это Замковая площадь, сердце Варшавы, Королевский замок, колонна Сигизмунда, а там еще костел Святой Анны. Великолепно! Королевский замок с его яркими красными стенами – это бывшая резиденция польских королей. И с обратной стороны дворца расстилаются шикарные королевские сады. А вот эта вот колонна с королем Сигизмундом III вазой наверху – это, кстати, один из старейших памятников страны. Его поставили здесь еще в 17 веке. Ну, а мы идем туда, в старый город. И если вы не знаете про старый город Варшавы главного, то вы удивитесь следующей информацией. Все дело в том, что вот эти вот дома, которые выглядят так, будто им лет по 500, на самом деле были построены чуть более 70 лет назад. А все потому, что настоящий старый город, возведенный, кстати, в 13 столетии, был уничтожен немецкими войсками во время Второй мировой войны, но через несколько лет был заботливо, камешек за камешком, восстановлен местными жителями практически в том же виде, каким он был до разрушения. Смотрите, какие великолепные разноцветные дома вокруг меня. И я сейчас нахожусь в одном из колоритных мест Варшавы, на Староместской площади. Ее еще называют рыночной площадью, потому что раньше здесь действительно находился главный рынок Варшавы. Но удивительно, вся эта площадь, по сути, бутафория. После окончания войны тут не осталось ни одного здания, и все находилось в руинах. 90% всех этих домов старого города Варшавы было уничтожено гитлеровцами. Это грустно. Представьте себе, что чувствовали выжившие в этой войне жители города, которые провели здесь свое детство, которые бродили по этим улочкам, радовали жизни, думали о счастливом будущем. И вот они видят свои дорогие сердцу места в развалинах. Но прошло всего лишь несколько лет после войны, и старая Варшава вновь была полностью восстановлена. Причем настолько скрупулезно, настолько детально, что старый город Варшавы вошел в список мирового наследия ЮНЕСКО. Просто удивительно. Сегодня на рыночной площади много народу, куча кафешек, художники рисуют картины, а шарманщик играет на своей шарманке, и кажется, будто все вокруг овеяно атмосферой праздника. Здесь круто. И знаете, вот все эти дома, такие каменные, прижатые друг к другу, поляки называют каменицами. Так вот, каждая из этих камениц интересна, но я обращу внимание лишь на некоторые из них.
В этой каменице жила семья виноторговцев Фукеров, поэтому здание декорировано рельефами с виноградными лозами. В неподалеку расположенной каменице подо львом, украшенной красивыми изображениями людей с кувшинами, находился винный погреб семьи Фукеров. Каменицей под Святой Анной когда-то владел венецианский купец Давиде Запио. Именно поэтому на фасаде дома красуется венецианский лев с крыльями, а на углу здания находится скульптура Святой Анны. Каменица де Керто в 18 столетии принадлежала мэру города Яну де Керто. В соседней каменице в разные времена располагались аптека, типография, почта и прочие городские службы. Если рассказывать про все каменицы на Староместской площади, не хватит и целого фильма. Одно можно сказать точно: разглядывать их, узнавать их историю и любоваться каждой деталью можно бесконечно. Но нам пора идти дальше. Мы свернем за угол и направимся к так называемой Гнойной горе. Такое некрасивое название Гнойная гора, она получила потому, что когда-то сюда, вниз по склону, стекали все нечистоты, какашки, мусор из старого города. И все, что вываливалось из домов, попадало именно сюда. С тех пор прошло много веков, и теперь Гнойная гора – это один из тихих, уютных уголков. Чуть поодаль, кстати, можно увидеть остатки старого дома, пережившего войны, и это такая память об уничтоженной Варшаве. Ну и, кстати сказать, отсюда открывается удивительный вид, удивительная панорама. Под нами зеленый склон, а впереди широкая Висла, а за ней район Прага. Когда-то суровый, даже опасный, а сегодня совсем другой, модный, с шумными барами, клубами, ресторанами, уличными концертами и атмосферой свободы. К сожалению, я сегодня не смогу туда попасть. Ну, а мы идем дальше по старому городу и пойдем в сторону Барбакана. Перед нами одно из самых узнаваемых мест старой Варшавы – Барбакан. Это такая защитная башня, которая когда-то охраняла вход в старый город. И сегодня это не просто историческое место, это ворота в старый город. Но для меня это выход из старого города и вход в новый. Сейчас я стою у памятника маленькому повстанцу в старой Варшаве. Этот мальчик в слишком большом для него шлеме – это символ всех детей, которые участвовали в Варшавском восстании в 1944 году. Представьте себе ребенок, который должен был играть, мечтать, учиться, веселиться. И вместо этого он был вынужден взять в руки оружие, чтобы защищать свой город. Ну, а это уже новое место, новый город Варшавы. И, если честно, он мне нравится больше, нежели вот старый. А знаете почему? Ну, потому что, во-первых, здесь меньше туристов, улицы шире, а фасады домов окрашены в мягкие пастельные тона. Все выглядит как-то теплее и уютнее. Мне даже напоминает немного Монмартр в Париже. И вот как раз я сейчас нахожусь на рыночной площади нового города. И посмотрите, как тут красиво и романтично, особенно в этих осенних красках с пасмурным небом. Взгляните вот на этот дом, например. Смотрите, какая красота. А вот этот. И если прогуляться по новому городу Варшавы, можно увидеть много всевозможных старинных домов, камениц с красивыми фасадами, со скульптурами, например, какого-нибудь кабана, а также интересные изображения с узорами. Ну а мы продолжаем знакомиться со старой частью чудесной Варшавы и направляемся в район Краковского предместья. Ну, во-первых, почему Краковское предместье? Откуда такое название? Предместье – это значит рядом с местом, то есть с городом. А почему Краковское? Все просто, потому что эта дорога вела на город Краков. Знаете, вот эта вот улица, это место, Краковское предместье, дорога, которой ездили короли, это одно из интересных мест Варшавы. Это уже не совсем старый город, но и в то же время это еще не современная Варшава. И вот это вот перепутье, вот эта вот периферия, тем интереснее. Дальше идут очень много интересных зданий, дворцов, камениц. Также по этой дороге, по Краковскому предместью, идет ряд нескольких церквей разных стилей. И, пожалуй, выделить из них можно одну. И это церковь Святого Креста. Вот она как раз по правую сторону от меня. И интересна эта церковь тем, что в ней хранится сердце композитора Фредерика Шопена. Шопена, который сочинил похоронный марш. Умер он
в Париже, и он еще при жизни своей завещал, чтобы его сердце было похоронено здесь, на его родине, в Польше, в Варшаве. Он родился в поселке недалеко от Варшавы. И это его было завещание, чтобы его сердце хранилось в церкви в этой. Если в нее зайти, в эту церковь, то можно увидеть по левую руку такую колонну, на которой написано, что именно здесь покоится сердце великого польского композитора. Вот смотрите, а вот это, знаете, что это президентский дворец? Конечно, он здесь тщательно охраняется, вот, но очень красивое здание, львы на входе, ворота, охрана. Видим тут фамилии перечисленных тех, кто погиб в 2010 году под Смоленском, президент Лех Качинский, его супруга и многие другие политические или другие известные деятели Польши. И, конечно, это такое трагическое было событие. Прошло уже с тех пор 15 лет, но поляки помнят это и чтят этого президента. Также на этой улице, на Краковском предместье, есть несколько памятников. Конечно, я не всех этих людей знаю, но знаю вот поэта, писателя Адама Мицкевича, знаменитый польский писатель. Ну и также интересен памятник Николаю Копернику, великому астроному, которым поляки очень гордятся. И тоже его памятник, здесь университет, рядышком, как раз он сзади памятника находится. Ну и всевозможные дворцы. Дворцы знаменитых богатых деятелей Польши, они все на этой улице. Так что это очень замечательная улица, очень красивая. И по ней просто интересно пройтись среди этой толпы людей. А еще здесь на Краковском предместье есть здание университета. Главный университет Польши. И, конечно, повезло тем студентам, кто там учится. Но для меня интересно это тем, что это шикарнейшее, красивое здание. Вернее, даже группа зданий. Смотрите, у них столовая, называется столовка. У нас в школе так неформально называли столовую. Также здесь, на Краковском предместье, можно встретить множество уличных музыкантов, которые играют всевозможную музыку, под гитару, под волынку, кто-то клянчит деньги. Но в любом случае улица интересная. Перед нами роскошный отель «Бристоль», построенный в начале 20 века в неоренессансном стиле, который чудом уцелел во время Второй мировой войны. Ну и какие мои первые впечатления о Польше? Ну, во-первых, я здесь был уже. Я здесь был, это мой второй визит в эту замечательную страну. Но сегодняшний визит мой более осознанный, потому что, когда я был первый раз, я, конечно, знал достаточно поверхностно, и мне не так была интересна история, архитектура. А сегодня я иду и восхищаюсь тем, что здесь есть, потому что Польша — это такая страна с достаточно богатым историческим, в том числе, наследием. И, конечно, здесь есть связь и с Италией, и с Россией, и с другими странами. И вот это вот как раз все вместе, оно очень интересно. И хочу развеять все мифы о том, что Польша и подобные ей страны Восточной Европы скучные и неинтересные. Польша — одна из интереснейших стран Европы, и лично мне она очень нравится. Современная Варшава впечатляет своими контрастами. Старые улочки соседствуют с небоскребами, а исторические памятники гармонично уживаются с современными кафе и галереями. Повсюду кипит жизнь, идет движение, а люди спешат по своим делам. Чувствуется, что город живой, яркий и с энергией, которая буквально ощущается на его оживленных улицах. И среди всего этого шума возвышается главная доминанта города. Кажется, что я попал в Москву, на Воробьевы горы. Перед нами Дворец культуры и науки, построенный в 1955 году. Величественный символ Варшавы. Это был подарок от советского правительства польскому народу. И проектировал его архитектор по имени Лев Руднев, знаменитый автор московских высоток. Высота этого здания 237 метров, и долгое время оно было самым высоким строением в Польше и Восточной Европе, ну, за исключением Москвы. Внутри расположены театры, музеи, университеты, клубы, всевозможные кафе. Знаете, во дворце проходили концерты таких исполнителей, как Rolling Stones, Андреа Бочелли. Ну и также здесь был финал конкурса «Мисс Мира» в 2006 году. Несмотря на свою спорную историю, сегодня Дворец культуры и науки – это неотъемлемая часть польской столицы, равно как и история еврейского гетто, которая находилась неподалеку отсюда.
Я подошел к стене бывшего варшавского гетто. Когда-то здесь был целый еврейский квартал, где люди жили обычной жизнью. И вот во время Второй мировой войны этот квартал превратили в закрытое гетто, буквально заперев сотни тысяч людей, евреев, за этой страшной кирпичной стеной. Мне вспоминается фильм Романа Полански «Пианист», где во всех ужасных красках была показана эта страшная история. Находясь тут, трудно не почувствовать, что это место полно истории и сломанных человеческих судеб. Совсем немного времени у меня осталось на Варшаву, и я мчусь в другую часть города, чтобы успеть увидеть еще пару интересных объектов. И первый из них – это наименьшая кофейня Польши, площадью всего 6 квадратных метров, который работает наикрутейший, как его? Бариста, да, я отстал от жизни. По имени Мартин. Ну, я нашел самое уютное место в Варшаве. Это самое маленькое кафе Польши. Я очень рад, что побывал в этом месте. Это такой теплый конец моей поездки в Варшаву. Другой же объект, который я не мог не посетить, это самый тихий уголок Варшавы – удивительный парк Королевские Лазенки. На входе в парк стоит памятник Федерику Шопену, главному композитору Польши. Парк появился в 18 столетии по приказу польского короля Станислава Августа Понятовского, а прекраснейший дворец на воде стал его главной резиденцией. До этого здесь находились королевские купальни, лазенки, откуда и название «Королевские лазенки». Король очень любил искусство, и поэтому в парке были разбиты шикарные сады и построено несколько павильонов, в том числе и великолепный амфитеатр. Мои друзья, я надеюсь, что мой первый день в чудесной Польше удался, и это была просто изумительная прогулка по Варшаве. Конечно же, Варшава, польская столица, поражает своими контрастами. Где-то она грустная, но где-то веселая, где-то старинная, где-то современная, но всегда интересная, шумная и никогда не скучная. Здесь всегда найдется, что посмотреть, куда сходить, где покушать и так далее, и так далее, и так далее. Хочу сказать, что если вам понравилась эта серия, подписывайтесь, скоро будут новые серии, вы их обязательно увидите и вам понравится. Если у вас есть возможность, вы можете поддержать этот канал, нажав внизу под видео на спасибо или супер спасибо. Но в любом случае я хочу вам сказать спасибо за то, что вы посмотрели это видео, и буду радовать вас следующими видеороликами, следующими путешествиями, которые, я также надеюсь, вам понравятся. Напишите, пожалуйста, что вам понравилось в Варшаве и что, может быть, я не успел увидеть, и в следующий раз я восполню этот пробел и обязательно посмотрю и покажу вам. Ну а следующий день, следующее видео, это будет город Торонь, один из самых старых городов Польши, очень интересный, с знаменитой площадью, тороньскими пряниками и много-много чего интересного нас ожидает в этом прекрасном, не менее прекрасном городе. Ну что же, до встречи, спасибо за просмотр, всего доброго!